Приветствую, друзья! Сегодня в нашем гараже Volkswagen Tiguan 2019 года. И сегодня вместе с вами мы займемся важной и полезной процедурой. Это замена передних тормозных колодок. Я покажу вам свой способ замены, но он будет сделан не просто на глаз, а в строгом соответствии с официальной документацией Volkswagen. Так что можете быть уверенным, все пройдет хорошо. Это видео будет полезно не только фанатам ВАГ, но и вообще всем тем, кто любит самостоятельно ковыряться в своих автомобилях. Ведь, как гласит поговорка, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Так, еще важный момент. Все, что вы делаете на свой страх и риск. К примеру, Volkswagen Tiguan 2019 года. Все знают, как устроена конструкция этого тормозного суппорта. Но если вы сами лично ни разу не сталкивались с заменой, вы вроде посмотрели ролики, вы вроде почитали, все как устроено, примерно плюс-минус знаете. Но если вы сами ни разу не делали, то вы можете наломать таких дров, что вы вот отсюда, с места, где вы делаете замену тормозных колодок, уедете прямиком прямо на эвакуаторе в сервис, и ваши затраты только повысятся. Казалось, вроде хотите сэкономить, но ничего из этого не получится. Буквально приведу один пример. Здесь нельзя ни в коем случае нажимать на педаль тормоза, когда снят тормозной механизм. Это приведет к тому, что вся тормозная жидкость окажется просто на полу, все резинки там порвутся, поршень буквально вывалится. Вот, так что будьте, пожалуйста, аккуратны. Все делайте на свой страх и риск и обращайтесь обязательно к профессионалам, не экономьте. Но если вы, так скажем, автомобильный энтузиаст, если вас ничего не пугает, то поехали. Теперь покажу, какие у меня есть, собственно говоря, инструменты для проведения этой работы. Значит, давайте начнем с колодок. Вот, в первую очередь, наверное, да. Выбрал я Texstar, потому что я как-то давно работал несколько лет в автозапчастях и наслышан о качестве этих колодок. Значит, давайте посмотрим. Значит, это у нас Texstar 247 3803. Подходят они на Audi A3, Cupra Leon, Seat Leon, Skoda Kodiaq, Octavia, Skoda Super, Volkswagen Golf, Passat Tiguan. Вот. Что еще интересно, произведены данные колодки Made in Great Britain, да, то есть произведены в Англии. Вот. Кроме того, здесь есть вот security code inside, то есть проверочный код, то есть мы можем хотя бы как-то проверить подлинность. Вот. То есть заходим вот на этот сайт fightingfakes.com, вот, и вбиваем вот этот вот код, который находится здесь. Вот. Я могу вот открыть его вот так вот, показать. Да, еще забыл показать. Внутри обязательно в комплекте есть инструкции, но инструкции, так скажем, общего характера, да, то есть я предлагаю вам пользоваться именно оригинальной документацией к автомобилю. Вот, и в комплекте есть вот такой пакетик, здесь вот 4 болта. Их обязательно нужно будет использовать при креплении суппорта, потому что здесь герметик. То есть мы когда вкручиваем, этот вот герметик препятствует выкручиванию этих болтов, и в тормозной системе это очень важно. Смотрите, то есть у меня для откручивания суппорта 2 ключа. Это один, значит, у меня идет на 13 миллиметров, второй на 17 миллиметров. Дальше у меня что еще здесь есть? Здесь у нас щеточка, зачистить поверхности. Крючочек, который я снял с мангала, да, вот он очень мне прям помог для того, чтобы мы могли подвесить суппорт. Ну, это я вам сейчас покажу. Дальше у меня крючок оригинальный ваговский для снятия вот этих вот колпачков. Вот. Дальше у меня молоток на всякий случай, отвертка. С помощью этого ключа мы снимаем болты колесные. Вот. Дальше у меня обязательно секретка. Взял я на всякий случай очиститель тормозных дисков. Вот здесь для быстрой эффективной очистки тормозной системы, быстро испаряется, не оставляет следов, обезжиривать любые металлические детали. В общем, ну такая просто, то есть, допустим, где-то грязь какую-то сбить, ну, очень даже актуально. Вот, ну и покажу, какие у меня есть смазки для этого. Вот, это ни в коем случае, друзья, не реклама, просто было в запчастях, взял, что было, вот, а был один единственный вариант, это вот ВМП смазки. Здесь находится 3 смазки, здесь есть инструкция, так что можно здесь почитать. Вот 3 смазки, которые я буду использовать. Вот здесь у меня, значит, смазка для направляющих суппорта, вот видно, да. Потом смазка для нерабочих поверхностей, то есть смазывается сама колодка, вот, плюс вот эти вот посадочные места колодок смазываются. Вот. И
смазка для уже непосредственно самого поршня. Но мы эти работы проводить сегодня не будем, так что эта смазка, она нам не понадобится. Вот. Что интересно, друзья, вот это, конечно, косяк вот этой компании. Здесь просто очень мало смазки. Прямо реально, то есть на вторую замену этого не хватит. То есть смазка стоит 390 рублей, насколько я помню. Это только на один раз. И то, если вы мажете прям жирным слоем вот эти вот посадочные места, то у вас и на один раз, я боюсь, что не хватит. Это какая-то хрень какая-то неведомая просто. Не могли прям чуть больше прям положить. Сплошная экономия. Вот. Еще что хотел сказать по поводу этих колодок. Интересно, вот. Здесь, поскольку качество колодок очень хорошее, насколько я понимаю, посмотрим, кстати говоря, вот, здесь на этих колодках присутствует противоскрипная, но это, как я понимаю, противоскрипная пластина. То есть в теории вот этой вот смазкой мы должны будем намазать вот эту всю поверхность. Ну, можно так сказать, наверное, не всю, вот, а только в тех местах, где суппорт соприкасается с колодкой. То есть, вот, грубо говоря, здесь и здесь. Некоторые прям полностью мажут, да, не жалею. Но здесь ее точно не хватит, потому что есть еще куча самых дешевых колодок, где вот этой вот накладки ее попросту нету. И вот те колодки нужно будет смазывать полностью, да, промазать вот эти вот места. Вот здесь, я так понимаю, что промазывать здесь ничего не надо уже. Перед тем, как приступить к замене передних тормозных колодок, нужно элементарно убедиться, что автомобиль не подвижен, поставить его на паркинг. Кроме того, здесь при замене передних тормозных колодок не нужно никакие сканеры, не нужно разводить, сводить колодки. Это все мы сделаем вручную. Вот. Но с задними тормозными механизмами дело обстоит совершенно по-иному. Там нужно подключать компьютер, заходить в специальные функции, разводить, сводить колодки. Но на эту тему у меня будет отдельное видео. Меняем колодки обязательно только на одной оси, последовательно. То есть сначала начинаем, к примеру, с правой стороны по ходу движения и далее переходим к левой стороне. Открыть тормозной бачок. Это написано в дилерской документации. Также нужно припасти на всякий случай шприц, потому что когда мы будем утапливать вручную поршень, отсюда может теоретически, это, конечно, вряд ли будет, но теоретически нужно будет приготовить шприц, ну или какое-нибудь другое там средство, и откачать лишнюю тормозную жидкость. Так, после того, как мы ослабили колесные болты, мы поставляем домкрат. Смотрите, что еще интересно, да? Вот в этих местах, то есть здесь прямо есть указатель, куда мы должны четко ставить домкрат. Чем хорош этот домкрат? Тем, что у него есть специальная выемка под выступ, который находится на днище. Здесь тоже очень удобная штучка такая есть. Вот, то есть мы вот сюда крючочек продеваем и крутим. Здесь специальная ручечка, которой мы можем поддерживать и начинать крутить. И теперь мы уже снимаем все остальные болты с колес. И кладем колесо под автомобиль. Обычно я так делаю. Если вдруг что-то произойдет с домкратом, нас хотя бы не прихлопнет. На улице такая дичайшая жара, что коты у нас просто валятся слаб. Саш, ты вообще живой, нет? О, живой, слава богу. То уж я перепугался. В первую очередь осматриваем все, что здесь есть. И в первую очередь обращаем внимание на тормозной шланг. Убеждаемся, что здесь нету никаких вздутий, никаких грыж на шланге. Если вдруг мы что-то обнаруживаем, этот шланг нужно обязательно сменить, потому что это уже опасно. Вот. Также здесь суппорт, так он называется, суппорт с плавающей скобой. Здесь видно, что система торможения ТРВ, Volkswagen AG. Сейчас нам что нужно сделать? Нам нужно будет открутить два болта. Один здесь находится, другой находится вот здесь. Теперь нам нужно будет вывернуть руль в правую сторону для того, чтобы у нас был хороший доступ к самому суппорту.
После того, как мы открутили вот эти два болта, да, все было прекрасно видно, нам теперь открывается вот такая картина, и нам, чтобы снять, то есть нужно просто подергать его вот так вот чуть-чуть и попытаться снять. Обычно, конечно, если сильная выработка вот здесь вот, и колодки застревают, вот, то есть нужно будет маленько побольше приложить усилий, но тем не менее все обычно снимается без проблем. Вот, то есть вот так вот, вот таким образом она снимается, вот, и у меня вообще просто без всяких либо вопросов, вот, она прямо очень легко снялась. И теперь я беру мой крючок, вот так вот я его сюда вставляю и подвешиваю вот сюда, в это место. И теперь у меня шланг без напряжения, вот здесь я уже спокойно могу работать. Теперь мы вытаскиваем вот эти направляющие, вытаскиваются они в принципе элементарно. Вот эту вот резиночку, смотрите, вот этот вот пыльничек, его обязательно не порвите. Перед тем, как вытаскивать, можем вот так вот поделать такие движения, вот понять, что вот эти вот штуки направляющие не закусывают, они ходят свободно, вот, и нижние, соответственно, тоже. Вот здесь никаких проблем нету, все хорошо, так что мы их можем вытаскивать вот, аккуратненько так, без фанатизма. Здесь может быть как-то вот так вот руками чуть-чуть отснять их. Вот. Это у нас направляющие. И смотрите, то есть обязательно потом будете как ставить, не перепутайте. Это верхняя направляющая, она вот с такой вот пластиковой или резиновой такой манжеткой. Вот. А снизу она обычная. Вот, не перепутайте. Теперь мы будем смазывать, разбирать. Вот, можем так вот снимаем резиночку. Вот. Эту резинку мы немного спрыснем очистителем тормозов. Здесь тоже также все вытаскиваем. Вот так выглядит нижний, вот так вот верхний, не перепутайте. Снимаем и разъединяем разъем тормозных колодок датчика. Снимаем его с кронштейна, подсовываем вот такую вот отвертку в это место, вот, и снимаем разъемчик вот таким образом. И теперь просто вот сюда подсовываем отверточку и аккуратненько снимаем колодочку. Раз колодка и два колодка. Так, ну теперь давайте изучим колодки. Вот мы видим колодочку, да, мы видим, что она в принципе, то есть по большому счету тормозная система работает, ну, достаточно адекватно. То есть мы видим, что нету каких-то перекосов, то есть везде, то есть слой фрикционной накладки, он везде ровный, что сверху, снизу, справа, слева. Вот я смотрю здесь, это примерно, мне кажется, такое ощущение, что 50%, друзья, колодки осталось. Смотрите. То есть здесь ровно половина. То есть немцы нас заставляют при всей их такой, сказать, дотошности и экономичности, да, заставляют нас менять колодки, когда еще 50% осталось. Здесь есть взаимосвязь с тормозным диском, он тоже изнашивается. И чтобы все было хорошо, чтобы было все с запасом, на 50% нас уведомляют, что пора менять колодки. Здесь вот проводок, вот здесь, так сказать, проводок проходит, и когда он перетирается, у нас зажигается индикация на приборной панели о смене колодок. Тут, смотрите, у нас вот, где поршень давит. Мы видим в этом месте, что у нас поршень давит достаточно равномерно. То есть бывает такое, что, допустим, поршень в одну сторону сильнее давит, в другую не очень сильно. Да? Здесь мы видим, что у нас колодка ТРВ. Вот, оригинальная Volkswagen Audi. Вот здесь вот оригинальный номер. И как видите, вот у нас колодочка ТРВ, да, и здесь у нас уже есть противоскрипная пластина. То есть на дорогих колодках, на хороших, она есть. А бывает такое, что этой пластины нету. Немного обрабатываем, так сказать, посадочные поверхности колодок. Вот это буквально высохнет за 2 минуты. Вот. И сейчас берем мы щеточку металлическую. Вот она, правда, у меня, конечно, не идеальная. Она немного грубовата, но тем не менее,
что есть. У меня вообще много чего нет, да, нету динамометрического, вернее, у меня есть, но он не подходит. По моменту я не прохожу, он у меня маленький такой. Вот. И берем здесь вот все это дело, зачищаем, чтобы колодочка у нас ходила свободно. Берем вот эту смазку и намажем, так сказать, нерабочие поверхности. Осталось здесь очень мало после левой стороны. Это, конечно, какой-то кошмар. Я не знаю, вообще хватит мне или нет. Вот. Но остался буквально с гулькин хрен здесь. Вот. Здесь сюда немного добавляем, да. Сюда чуть-чуть. Берем салфетку, удаляем старое масло и наносим новую смазку на направляющую. В мануале дилерском написано, что нужно делать тонкий слой смазки. Видно, да? Вот здесь вот эта вот резинка такая вот, а вот эта штучка такая более грубая, похожа на пластик, и вот там вот есть какая-то такая вот типа резьбы. То есть это не просто резинка, она очень хитрая, и тут все должно быть все четко, и не должно быть повреждений в этих моментах. Вот, мы тут ее таким образом мы ее одеваем, вот, и потом просто вставляем ее, запоминаем, что это верхняя у нас направляющая. По такому же принципу вытираем нижнюю направляющую. Есть инструкция на этот счет. Но здесь форма колодки не имеет значения. Мы можем посмотреть, какая колодка идет внутрь. На всякий случай, если вы там позабыли, если вы немного затупили. Вот. Всякое бывает. Вот это у нас внутренняя колодка. И мы видим, что вот здесь вот вырез. Вот мы с правой стороны смотрим, да, вот это наш вариант. Вот с правой стороны внутренняя колодка имеет вот здесь вот вырез. Вот такой вот. Все. Это значит, мы понимаем, что это стоит изнутри. Вот, берем колодку и, соответственно, все вставляем. Здесь не должно быть никаких проблем. Здесь все подпружинено. Все, она четко стоит. То есть пружинка встала, она расперла, и колодка стоит очень-очень жестко. Дальше не забываем застегнуть разъем. Мало того, что застегнуть, его еще нужно будет посадить вот на свой кронштейн обязательно. Вставляем, значит, вторую колодку. Вот. Раз. И нижняя. Все, у нас все идеально встало. Вот. И смотрим, чтобы вот эти вот пружинки стояли идеально на своих местах. Тогда все будет отлично и хорошо. Важное замечание. Здесь в процессе эксплуатации образуется пыль от тормозных фрикционов. Она очень-очень ядовитая. То есть никогда не сдувайте эту пыль, то есть сжатым воздухом. Ну, сервисы, конечно, все сдувают, продувают, понятное дело, но вообще эта пыль, она очень ядовитая, и она очень вредна для легких. Вот, и теперь у нас интересный момент. Есть специальные спецуры, так сказать, для утапливания поршня в цилиндр, да. Вот, мы просто используем, так сказать, не совсем оригинальные методы, да, но тем не менее это все работает нормально. То есть здесь очень удобно. Вот я беру обычный вороточек и ставлю его на центр, и волшебным движением руки потихонечку начинаю его утапливать. Вот. Сначала он такой сопротивляется, конечно. Все это, так сказать, нужно, если у вас, конечно, силы нету, использовать, так сказать, специальное оборудование, да, для утапливания поршней. Но я пока вот делаю вот таким образом. И все, потихонечку все уходит. Вот, не знаю, видно, не видно. Вот, он туда внутрь прячется. Сейчас мы посмотрим количество тормозной жидкости, которая прибавилось в бачке, да. Все, у нас поршень практически ушел, а тормозная жидкость, да, у нас она прибавилась, это факт.
это факт. Вот, но немного, буквально на несколько, не знаю, на 5 миллиметров может быть. Ну и теперь у меня все готово для того, чтобы одевать суппорт непосредственно уже на скобу. Вот. Вот так вот просто его одеваем сюда. У нас поршень достаточно сдавлен. Эти чуть утапливаем, и все. Используем новые обязательно болты, вот, потому что здесь герметик находится, они не выкручиваются. Скоба ходит, все в порядке. Вот, так что все нормально. Ну а сейчас выставляем руль прямо и одеваем колесо. Итак, друзья, все, мы закончили, и теперь нужно сказать несколько важных слов. Перед тем, как вы куда-то поедете, обязательно заверните крышку тормозного бачка, и как только сядете за руль, заведете машину, нажмите, пожалуйста, на педаль тормоза раз 5, чтобы она стала жесткой, и свести тормозные колодки к диску. Пожалуйста, первые 2 километра езжайте прямо максимально, экстремально осторожно, потому что, нужно понять, как машина себя ведет после замены передних тормозных колодок. И дальше, как вы будете ездить, допустим, первые 100-150 километров, тоже будете аккуратны, потому что тормозным колодкам нужно притереться к дискам, и это занимает время. И, пожалуйста, это, кстати, важно, написано в дилерской заводской документации, что ни в коем случае нельзя форсировать приработку новых тормозных колодок, потому что это может повлиять на дальнейшую эксплуатацию и качество торможения в будущем. Это все должно происходить естественно. Некоторые там разгоняются, тормозят, специально перегревают тормозную систему, когда она еще не приработалась. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Вот. Ну, это, собственно, все, что я хотел сказать. Итак, всем спасибо за внимание, всем пока и до новых встреч.